Меня зовут Кирилл Кучинский, и сегодня мы поговорим о том, почему инвесторы чаще всего проигрывают не рынку, а собственному восприятию. Эффект серии. Что это такое? Это серия удачных решений, которую ты потом принимаешь за закономерность. Я один раз купил, выросло, второй раз купил, выросло, третий раз купил, опять выросло. Что он делает? Да только покупать, продавать никогда не надо. Например, 2020-2021 год, когда на рынке хлынула ликвидность пост-ковид. Это были хеликоптер-мани, это было просто распечатывание всех кубышек, и на рынке ликвидности было не то что море, ее внезапно стал океан. После этого рынки вели себя абсолютно однозначно, они только росли. А вот уже в первой половине 2022 года они только падали. И, соответственно, все те методики, которые прекрасно работали в 2020 и 2021 году, в 2022 году работать перестали. Это типичная ошибка выжившего. Все, что работало, оно работало до определенного момента. И если просто повторять это делать, без понимания всех факторов, без закладки на риски, ничего не получится. Получится только лосс, и лосс этот будет от, не знаю, 50 до 70% портфеля. Мы говорили про то, что рынок – это игра с нулевой суммой. Но в данном случае вы проигрываете не рынку. Вы сами принимаете неправильные решения, и вы проигрываете себе. Второе – это ловушка вложенных эмоций. Инвестор вложил деньги в актив, смотрит, что актив падает. Но ему жалко закрыть, ему жалко потерять. И ему самое главное, жалко признать то, что он не прав. Это приводит, что потери из небольших зачастую становятся катастрофическими. Помните очень хороший пример. Появился такой коин, это монета, криптомонета Trump Coin. И она в своей стоимости доходила до $60. Плюс-минус. Что с ней сейчас? Сейчас, на данный момент, на момент снятия этого видео, она стоит 6.36. И очевидно остались те, кто проинвестировал на уровнях 30, 40 и даже кто купил ее по 60, раз цена туда доходила. Это значит, что очень многие из тех, кто проинвестировали на уровнях выше, не вышли из нее вовремя. И они не вышли, потому что отказались фиксировать убытки. Фиксация убытков – это всегда про план. Если мы говорим про какие-то волатильные активы, то там стоп-лосс может составить и 10, и 20%. Если мы говорим про что-то, что растет достаточно плавно, то там бывает, что 1-2% это то, что точно говорит о том, что актив расти не будет и сейчас стоит выйти. Но это всегда предмет для более точного анализа, расчетов и профессионального подхода. Установка стоп-лосса и установка тейк-профита, то есть где вы будете выходить, когда вы получите прибыль, очень важно делать это до того, как вы начнете торговать. У вас должен быть четкий план. Будет этот план хорошим или плохим, получится или нет, никто не знает. Следующее когнитивное искажение инвестора – это нулевая терпимость к риску. 2022 год. Год повышенной инфляции везде. В Америке, в Европе. При этом инвесторы, видя то, что рынок падает, и рынок падал в Америке, падал достаточно продолжительное время, это было, в общем-то, чем-то, что не происходило достаточно давно, практически 2 года. При этом они не хотели инвестировать в падающий рынок и ловить дно, и не пытались ловить отскок, но с удовольствием оставляли свои деньги на депозитах в банках, который на тот момент мог приносить 3, 4, 5% годовых, а инфляция составляла от 7 до 12. Соответственно, инвесторы, с одной стороны, не хотели брать дополнительный риск, с другой стороны, по факту, они реально теряли деньги, их деле теряли покупательную способность. Несмотря на то, что это не выражалось в прямых потерях по счету, это очевидно уменьшало стоимость их депозита. Просто она не была так явно выражена. По сути, инвесторы не дозарабатывали, но не видя прямых потерь, они психологически успокаивались. Четвертое искажение – это предвзятость подтверждения. Инвестор ищет информацию, которая подтверждает то, что его текущая позиция или его текущее суждение, оно верное. Но только он ищет не там, где нужно, а там, где светлее. И при этом он четко игнорирует противоречащий сигнал. Допустим, есть очень хороший пример. Есть показатель Bitcoin Hash Rate. И теоретически, когда он растет, это повышение активности в сети, и это автоматически означает, что, скорее всего, цена пойдет вверх. Это только гипотеза. Я знаю ни одного достаточно крупного трейдера, которые руководствовались именно этим и исключительно этим показателем, невзирая на любую другую аналитику. В итоге они набирали позиции под локальный хай рынка, и когда рынок откатывал, они были в недоумении. Как же так? Хэшрейт растет, а биткоин падает. Что с этим не так? Дело в том, что какой-то отдельный показатель, он, как правило, единственный, не имеет исключительной объясняющей силы.
Поскольку они исходно рассчитывали, что влиять будет только этот фактор, негативные последствия не заставили себя ждать. Пятая ошибка – это стадный эффект. Допустим, появилась какая-то публикация. И только на основании этой публикации, без отдельной аналитики, без отдельного анализа, осуществляется вход или выход из позиции. Очень характерный пример – это хомяки. Хомяки, которые, в общем-то, были раскачаны исключительно как хайповый и чуть ли не мемкоин стайл актив, то есть вообще не имеющий никакой реальной стоимости, реального применения. Потом обрели такой ореол, что вот сейчас мы натапаем хомяков, потом они вырастут, а потом мы их за много-много денег продадим. И это была исключительно стадная штука. А она вообще никаким образом не клеилась ни с какими расчетами, ни с аналитикой, и даже не с примерами аналогичных успешных проектов. Тем не менее, эффект был настолько массовым и настолько потрясающим с точки зрения охватов, что, в общем, заслуживает уважения маркетинговая компания. Вместе с тем она эксплуатировала именно стадное чувство, но его делали все, инвестировали в него все. Крипта — это был инструмент Global Retail Liquidity, то есть ты сразу дотягивался до того, у кого есть крипта и кто готов ее по нажатию кнопки вложить. Это, в общем-то, дорогого стоит. Только базируясь на стадном чувстве, очень много народу вложилось в ICO, без какого-либо анализа. Очень важно отметить, что вот эти скам-проекты, стадные чувства, они возникали не на пустом месте. Вот не было того, что это был все скам. Например, тот же Binance, он исходно разместился по диапазонам от 0.11, если не ошибаюсь, до 0.14 за бумагу. А сейчас это более $800. То есть это был супер успешный проект, это было супер успешное размещение, проект был более чем реален. Но в эту струю, в этот тренд встроилось столько много скам-проектов, что, в общем-то, весь тренд этот вскоре сломался. Шестое искажение, оно часто бывает у тех, кто, в общем-то, не сильный профессионал в трейдинге, но при этом что-то где-то слышал, понимает и считает, что он в состоянии принимать обоснованные решения. Эффект якоря. Он говорит: смотрите, мы сейчас посчитали, вот минимально цена опускалась до такого уровня. И значит, что пока она до этого уровня не опустилась, ничего не произойдет. Мы либо не будем заходить, либо не будем выходить. При этом вот эта цена или фактор, он играет роль якоря, он держит инвестора. Он почему-то считает, что достижение определенного уровня или недостижение – это какая-то значащая точка. При этом никаких расчетов или аналитики нет. На пальцах биткоин в прошлом году был $75 тысяч. Вот это значит, что он не упадет ниже 75. Или наоборот, если он упадет ниже 75, надо срочно покупать или срочно продавать. Да какие факторы влияют? Нужно четко смотреть, какие идут спот-продажи, какие фьючерсные продажи, кто контролирует позиции, делает массу аналитики и только потом делать выводы. И тот, кто это все правильно анализирует, сделает, посмотрит и потом реализует, он опять-таки, как правило, либо это какая-то суперпрофессиональная команда, которая торгует на себя, либо это лицензированная организация, это будет исключительно информация для служебного пользования. Ей никто никогда бесплатно не поделится. Эффект якоря – это психологический ориентир, который, как правило, никогда не имеет отношения к реальной стоимости актива. И последний – это эффект доступности. Чем чаще в медиапространстве упоминается компания или актив, тем он более надежным кажется инвестору. Все про него написали один раз, второй раз, третий раз. И тут уже все начинают гуглить, компания входит в Google Trends, появляются публикации, запросы, обсуждения. При этом, самое важное, никакого реального движения стоимости или роста этой стоимости не происходит. Компания Magnificent Seven или J7 – это то, что тянет американский рынок вверх. Они постоянно находятся в обсуждении, постоянно находятся в фокусе внимания. И это создает эффект, что они известны всем, и их покупают все. При этом ряд менее известных компаний, но достаточно больших и устойчивых, показали за период с 2020 по 2024 год больший рост. Поэтому информационный шум зачастую скрывает реальные возможности. Ключевое. Ошибки возникают не в момент сделки. Они возникают в нашем сознании, когда мы перестаем доверять объективным факторам и верим только нашим убеждениям. Профессионал отличается от новичка не отсутствием эмоций, а умением распознавать собственные когнитивные ловушки. Я не могу раскрывать все здесь, но больше аналитики вы найдете в моем телеграм-канале. Поэтому переходите по ссылке внизу и подписывайтесь. С вами был Кучинский Кирилл. До встречи в новых видео.